Let's begin. Друзья, всем привет! Сегодня говорим на тему, которую не принято обсуждать в наших российских школах и наших российских университетах. Рассказывал ли вам кто-то из ваших преподавателей, когда вообще в нашей стране начали впервые ездить за границу на обучение? Кто были эти первые люди, скажем, первооткрыватели, которые поехали за 3-9 земель получать знания? И кто вообще из известных людей нашей страны получал образование за границей? Давайте с вами окунемся в историю и ответим на все эти вопросы. Конечно, большое количество скептиков, слыша про зарубежное образование или про тех людей, которые едут на учебу за границу, будут махать руками, хаять все зарубежно, говорить: вот эти иммигранты уехали, бросили свою страну, уехали за границы. При этом они абсолютно забывают тот факт, что количество нереально крутых открытий нашей страны сделано как раз таки людьми, которые ездили на учебу за границу. И мы сейчас поговорим о них. Даже если просто посмотреть на статистику, то она покажет вам, что ежегодно количество людей, желающих поехать на учебу за границу, растет. И это происходит не просто так, а элементарно начнем с того, что не все современные предметы, которые существуют в мире, можно найти в наших учебных заведениях. Вы можете сказать: да, есть все у нас предметы. Давайте я вам приведу несколько простых примеров. 3 примера. Всего 3. Первый пример. Спортивный менеджмент. Расскажите мне о вузах в России, где обучают спортивному менеджменту. Или как вас готовят в российских школах к тому, чтобы вы потом учились на спортивного менеджера. У нас в нашей стране это только зарождается, в то время как за границей Германия, Испания, Америка, Англия — эта специальность очень популярна. Ну просто возьмите даже наши клубы, далеко ходить не надо, футбольные. Мы все стараемся привлечь иностранных тренеров. Почему так происходит? Да потому что из-за границы мы берем тренеров, потому что они получали образование в этой сфере. Следующий момент. Многие болельщики скажут мне: да не нужны нам тренера заграничные. Но тут маленький нюанс, ребятки, маленький нюанс. Мы с вами думаем только о том, как играет команда, как они там тактики, стратегии, да? Насколько подготовлены футболисты. А те, кто их нанимает, владельцы футбольных клубов, они также думают о заработке денег этими клубами. И вот как раз таки на этих специальностях изучается то, как клуб будет работать в индустрии спортивного развлечения. Понимаете? Как клуб будет монетизировать потом денежки на трансляциях и так далее, на рекламных контрактах. Это все включает в себя спортивный менеджмент. И именно поэтому мы привлекаем иностранных ребят, потому что просто у нас нет таких знаний. Второй пример. Кинематограф. Еще раз назовите мне самые передовые учебные заведения, где можно учиться режиссуре, кинематографу, продюсированию. Ну, актерское мастерство, как бы тут проще. Но у нас в нашей стране, не делаем мы таких блокбастеров, как делает Америка, Великобритания, тот же самый Джеймс Бонд. Нет у нас такого, потому что просто элементарно нет такого уровня учебных заведений, чтобы заниматься производством всего этого. Америка, Канада, Англия. Кстати, многие из вас не знают. Канада очень популярна для изучения как раз таки кинематографа, мультипликации, режиссуры. А знаете почему? Раскрою вам маленький секрет, о котором никто из вас не знает. В Канаде, в том же Ванкувере, делают половину всех голливудских этих сумасшедших фильмов со спецэффектами. В Ванкувере. Почему? А потому что там существуют гигантские киностудии. Это первое. А второе, потому что там компании избегают налогов. Вот такие нюансы. И третья специальность — это авиационная инженерия. Вы мне сейчас скажете: как же у нас и самолеты, и авиация, и все дела, и все это дело есть. Нет, ребят, нет у нас этого ничего. Нет у нас этого на том уровне, что есть за границей. Назовите мне, в скольких странах у нас летают наши самолеты. Назовите мне вузы, где обучают этой специальности. Не знаете вы.
не знаете. А этому всему вас должны учить в школе и рассказывать вам про то, где учиться этим специальностям. А у нас чему рассказывают? Юридический, исторический, медицинский, ну что еще? Я немножко отвлекся, тема все-таки не про специальности. Если вам интересны данные специальности и учебные заведения, в которых можно на них отучиться, линки я поставлю, посмотрите, и там по ссылочкам можно задать все интересующие вас вопросы. А мы возвращаемся к нашей теме. Считается, что история зарубежного образования начинается со времен Бориса Годунова. В те времена Россия была немножко изолированной страной, и в принципе мало кто у нас понимал, что вообще происходит в мире, какие существуют страны. И изначально нам необходимы были госслужащие, которые будут понимать что-то в международной политике. В общем, отправили тогда на так называемую европезацию около 20 человек в Германию, Францию и Англию. Вернулся из них только один. Куда же делись остальные? В общем, когда российские власти попросили Лондон вернуть людей, Лондон ответил, что с Темзы выдачи нет. Hello, London, where is my people? Sorry, boss. No more people. На самом деле, шутки шутками, а просто наши ребята, уехавшие тогда за границу, не хотели возвращаться на родину. Уже в те времена были ребята, которые хотели сбежать. Это говорит о том, что первая попытка русских властей отправить за границу служащих была неудачной, ну и потерпела крах. Наибольшую популярность зарубежное образование приобретает в России с Петром I, когда он прорубил так называемое окно в Европу. Началось все с момента, когда он плавал по Яузе, и ему очень понравилось это дело, и понравилось морское дело в целом. Но учиться этому делу, заниматься кораблестроением, морским флотом особо-то было и негде. Да и в те времена у нас особо и выходов к морям-то не было. В Финском заливе финны, собственно говоря, на юге турки, ну только что северные моря подаваться, но это далековато. Петр I отправляется на юг для того, чтобы отвоевать причерноморское побережье у Османской империи. Но это дело не увенчалось успехом. Стало понятно, что есть у нас проблемы с морским флотом, и он начинает искать союзников в Европе, кто поможет ему разобраться со всем этим делом. С Османской империей и с морским флотом. Тогда из Голландии прислали 32-весельную галеру, прислали ее в разобранном виде, и наши лучшие мастера по ее образцу и подобию начинают готовить целую серию военных судов. Было их сделано первично 20, потом количество их увеличилось до 30, и так, собственно говоря, он и сделал нашу первую флотилию. Петр I отправил 22 человека в Англию и Голландию, и 28 человек в Италию. Там они учили морское дело. В Англии у нас, кстати, в Гринвиче обучали всем этим делам. А Италия была страной номер 1 в плане архитектуры. И сам Петр I также учился за границей. Он учился и в Англии, и в Голландии. У меня есть видео из Гринвича лондонского, где стоит памятник Петру Первому. Это на набережной реки Темзы. И рядом с этим местом был домик когда-то, сейчас этого домика нет, был домик, где он оставался у своего преподавателя. А в самом Гринвиче есть очень интересный музей, музей морского флота, и также там нулевой меридиан можно посмотреть в Гринвичской обсерватории. Конечно, среди первых групп, отправленных за рубеж на учебу, не все было чисто и гладко. Начнем с того, что первые студенты были люди не бедные. И, как правило, это были люди, приближенные к политическим, государственным структурам. Приезжая за рубеж, им не очень хотелось учиться, а больше нравилось развлекаться и заниматься гулянками. Одна из первых групп, отправленная в Испанию, быстро вернулась обратно, потому что испанский язык они там не выучили. Также одна из русских групп во Франции устроила поножовщину, причем между собой. По некоторым данным, ребята
играли в карты, просиживали деньги. Ну, собственно говоря, вот так все и закончилось. В результате чего они попали в местную тюрьму. Ну, их также вернули домой. А еще один студент в Венеции вообще отказался выходить на улицу, дабы не стать частью латинской ереси. Знания, полученные Петром I в его заграничных поездках, полученные им и его приближенными государственными деятелями, помогли ему потом и в войне со Швецией за выход к морю на Балтике. С этих времен все больше и больше своих людей отправляются для изучения металлургии, математики, астрономии, языков за границу. Конечно, такая поездка за границу обходилась очень недешево, соответственно, позволить ее могли исключительно богатые люди. Но вернувшись на родину, отучившиеся за границей русские могли рассчитывать на очень высокие должности и на очень высокую заработную плату. Лев Николаевич Толстой также получал образование за границей. И не только получал образование за границей, но у него в детстве были преподаватели из-за рубежа. Сначала он учился у преподавателя немца, потом у преподавателя француза. Они жили, собственно говоря, с молодым Левой. И позже Лев Толстой отправился в путешествие по Европе, где он учился у немцев, французов, бельгийцев. И даже в Лондоне он посещал лекции самого Чарльза Диккенса. Иван Алмонзенов, один из первых русских медиков, который отучился за границей, получил степень доктора медицины. Он учился в Кембридже, а после во Франции и в Италии. Он был сыном российского переводчика, ну и, естественно, сделал еще и успехи в изучении языков: греческого, латинского, английского. Постников Петр Васильевич, также русский медик, был отправлен в Италию, в Падую, где получил степень доктора медицины и философии. А Михаил Васильевич Ломоносов, небезызвестный нам, Московский государственный университет имени Ломоносова, да, никому ни о чем не говорит. Так вот, Ломоносов являлся членом Санкт-Петербургской императорской академии наук и почетным членом Королевской шведской и Болонской академии наук. Получил образование за границей. Он 3 года провел в Марбургском университете под руководством ученого, энциклопедиста и юриста Христиана Вольфа. И год обучался во Фрайбурге у Генкеля, немецкого врача и химика. И потом еще год он учился в Голландии. Иван Михайлович Сеченов, отец русской физиологии, учился у крупнейших физиологов Европы: Гельмгольца, Дюбуа Реймана, Бернара. Николай Иванович Пирогов, в честь которого в 1956 году был назван медицинский университет, также продолжал свое обучение в Европе, в Берлине и в Геттингене. Создатель периодической системы химических элементов Дмитрий Иванович Менделеев в 1859 году получил стипендию, которая позволила ему провести 2 года в университете Германии. Как видите, далеко не мало известных людей, философов, ученых, государственных деятелей, кто получал образование за границей и после внес огромный вклад в развитие нашей страны. Кого вы знаете из наших соотечественников, кто получал образование за границей? Пишите об этом в комментариях. И не забывайте поставить этому видео лайк, ведь это нам помогает с развитием. И не забывайте подписываться на наши YouTube каналы SMAPS Education и мой личный Егор Еремеев, и также наш Instagram, также SMAPS Education. Все полезные линки в описании к данному видео. Пока, увидимся в новых видео.